Всем привет! Наносим мы сегодня снова декоративную штукатурку. Я за кадром. Немножко приболели. У нас вирус какой-то, зараза, ходит. Поэтому лица не снимаем с облезлыми носами. Рука-то нормально видно, а лица не надо. Так, ну что, наносим мы праймер. Праймер. Состав похожий на краску. Пишут иногда, что такое праймер. Состав похожий на краску. Он без кварцевого песка. Что он нам дает? Выравнивание поверхности, закрытие вот этих вот всяких пятен. Видите, у нас образец, мы на нем напыляли замшу, пробовали. И вот это нам нужно перекрыть. Ну и у вас тоже, допустим, стена штукатуренная, где-то серые пятна, где-то белые. Неоднородная стена. Так вот, с праймером стена будет более однородного цвета. Праймер колируемый, можно его колеровать. Вплоть до самых темных тонов. Есть специальный праймер, который колируется в яркие насыщенные цвета и темные-темные, например. И также он нам создает, ну, такую блокировку впитываемости, что ли, как это грамотно сказать. Высыхание происходит примерно за 4 часа. Наносим с помощью валика с мелким ворсом. Углы и труднодоступные места кистью. Наносим и оставляем сохнуть. После высыхания праймера мы будем наносить известковую штукатурку, известковый мармарин. Пастообразная штукатурка, без зерна, по сути она. И наносим ее тоненьким слоем. Ну, смотрите, это нанесение, его очень много в интернете. Оно есть. Но, может быть, вдруг мы расскажем что-то более подробно. Тоненький слой просто наносим в фон. Возникнет вопрос, если мы наносим сплошной слой, то для чего тогда был праймер? Вот этот тоненький слой штукатурки не факт, что укроет темные пятна. Поэтому нужен праймер. Если не использовать праймер в данном случае, то могут быть видны пятна. Можно ли наносить шпателем? Можно. Удобно шпателем? Пожалуйста, можно шпателем. Если нужны кельмы, они также у нас есть в продаже. Можно у нас заказать и штукатурку декоративную, и кельму, и шпатель, и валик, все, что нужно. То есть все укомплектуем. Цвет поможем подобрать в режиме онлайн. Так, ну что еще может быть по цветам? По цветам могут быть люди. Люди же по-разному воспринимают цвета. Поэтому, если вы очень критичны к цветам, очень трудно вам выбирать, и вы видите тона, полутона, то можем делать цветопробы и отсылать вам предварительно, прежде чем заколируем весь объем. Цветопробы едут быстро достаточно, 2-3 дня буквально везет транспортная компания. То есть много времени не занимает. Нанесем этот слой, максимально ровно стараемся. И вот так вот кельмой тампуем, прямо по сырому. Для чего это делать? Можно, конечно, было бы нанести слой и высушить его. И потом нанести отдельно ляпы. Но тогда расход штукатурки будет выше. А если мы наносим слой и сразу же притамповываем кельмой, слой будет тоньше, расход штукатурки меньше. Как это делать на объеме своими руками? Лучше делать это вдвоем. Вообще штукатурку лучше наносить вдвоем, если у вас нет опыта. Один наносит, а второй вот так вот тампует. Нанесли участок, притамповали, следующий участок нанесли. В чем еще плюсы известковой штукатурки? Она достаточно долго не высыхает на стене. Это как раз тот случай, когда опыта маловато,
Ну да, она подороже. Ничего не могу сказать, она стоит подороже, чем акриловая, но работать с ней все-таки легче, потому что штукатурка долго не высыхает, и можно где-то что-то корректировать, исправлять. Позволяет это делать легче, чем с акриловой. Ну и также известковые штукатурки, они, наверное, единственные, которые сертифицируются для медицинских и детских учреждений. По крайней мере, я не видела еще акриловые сертифицированные для медучреждений. А известковые, вот они все с сертификатами. Нанесли следующий участок и точно так же кельмой. Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп. Штукатурку декоративную нужно наносить в хорошем настроении. Психовать не надо. Если что-то не получается, успокоились, выдохнули и продолжаем. Если у вас что-то не получилось, это значит, вы еще не нанесли последний слой. Редко, но случается, когда человек начинает нервничать. Что-то не выходит, и он прям нервничает. Мы у вас есть для этого. Можно нам писать, звонить, консультироваться в процессе. Вы приобрели у нас материал и получаете консультацию сопровождения. Звоните, пишите. Бывает, что пишут, и мы не сразу видим письмо, отвечаем там через 10 минут, через 20 минут. Но если звонить, то мы всегда на связи. А в письмах, конечно, бывает иногда ожидание. В WhatsApp, например. Не сразу видим, то есть доходит очередь, и обязательно, вам все равно обязательно ответят. Нанесли, пришлепали и немножечко дадим подсохнуть. Буквально минут 20 попробуем. Подсохло немножко. Знаете, сколько мы ждали? Больше часа. И после того, как подсохла штукатурка, нам нужно пригладить верхушки. Вот таким вот образом. Взяли широкий шпатель. Это может быть кельма. И зажимаем верха. Так, я никак не могу на кельму-то попасть, на шпатель. Далеко отходишь, не видно нифига. Близко подходишь, не можешь попасть на движение руки. Поджали острые верхушечки и еще ждем. Так, нам нужно, чтобы верхняя часть фактуры была гладкая. А вот как раз для этого штукатурка еще недостаточно высохла. Она еще двигается. Еще подождем полчасика. Немножко еще подождали подсыхания. Сейчас мы еще раз уплотняем штукатурку, чтобы верхняя часть была вот такая гладкая. Кельмой уже с нажимом. Штукатурка еще не полностью высохла, но она уже не тянется, не деформируется. Мы просто ее уплотняем. Верх должен быть плоский, гладкий и по возможности еще и может быть блестеть. Вот видно там вдалеке. Начинает поблескивать. И после того, как мы полностью прижмем всю фактуру, мы уже оставим сохнуть на сутки. Вот что у нас получилось. Плохо видно. Но в итоге образец должен получиться очень неплохим, таким симпатичным. Вот так у нас получилось. Ждем полного высыхания сутки. После того, как высохла штукатурка, наша вот она, совсем ведь не видно белая. Наверное, надо все-таки колеровать. Смотрите, мы взяли восковую эмульсию. Так, минуточку, подождите, я покажу густоту. Вот, то есть это гораздо гуще, чем лак.
но это и не воск. Воск, знаете, как парафин бывает густой? Это нет, удобный такой состав. Мы взяли ее и насыпаем туда блескообразующий пигмент. Абсолютно мелкая такая блестящая пыльца. Она бывает серебристая, золотистая. Мы взяли бриллиантовую, то есть она разными цветами должна у нас переливаться. Перемешиваем. Так, слюда. Цена кусачая, но она того стоит. Можно, грубо говоря, баночку купить. Цену сейчас не озвучиваю. Цены меняются ежегодно практически. Если будет интересно, напишите. По ссылкам есть в описании контакты наши. И вы можете все там уточнять, сколько что стоит. И теперь с помощью шпателя накладываем вот на такой шпатель резиновый для затирки плитки. Мы все-таки немножко его подколируем, чтобы было вам видней. Совсем чуть-чуть колера добавим. Ну, это уже, конечно, много для такой баночки. Но будет хотя бы виднее. Перемешаем воск с колером. И, наверное, еще чуть-чуть добавим пигмента блескообразующего. Он должен у нас так искриться и мерцать. Добавили еще немножко порошочка блестящего. Цвет у нас светлый, чтобы не затемнять образец и чтобы блеск был виден. Но и чтобы он не был прозрачным, потому что не видно совершенно. И накатаем с помощью валика. Нам нужно, чтобы воск попал в глубину фактуры. Валиком раскатываем и с помощью резинового шпателя или кельмы убираем с верхов излишки. Вот так у нас уже получается. Я думаю, что он высохнет и будет очень-очень виден. И так уже видно. Ну, такой интересный образец. Не просто грота или карта мира, а какое-то что-то. Расход воска примерно 100 грамм на квадратный метр. Расход штукатурки декоративной от 1 килограмма до кило 300 на квадратный метр. Праймер примерно 150-200 грамм на квадратный метр. Это вам просто озвучиваю расход. Но вообще индивидуально можно у нас рассчитать. То есть мы можем все вам индивидуально рассчитать. Что, где, пожирнее, какие стены, от этого тоже много зависит. Мы продаем декоративную штукатурку в режиме онлайн с отправкой в другие города с помощью транспортных компаний, с помощью Почты России и так далее. В данном случае покрытие воска абсолютно несложное. Он не оставляет каких-то цветовых переходов. Главное не останавливаться на стене, не прерываться, не дать высохнуть краю. А вообще вот так вот валиком накатываем и излишки убираем с помощью резинового шпателя или кельмы. Вот вроде, смотрите, одно и то же делаем, да? Движение. Сколько видео таких снято? А образцы все абсолютно разные. Вот этот, например, он идеально подойдет и для кухни, и для коридора. Он не такой прям фактурный, то есть здесь мелкая фактура. И штукатурка гладкая, то есть она будет и мыться легко. Здесь нет какой-то шероховатости особой.
надежно защищена с помощью воска. То есть спокойно моем, наносим. Теперь мы ей должны дать высохнуть. Ну, вот так вот она, ой-ой-ой, вот так, да. Вот так она выглядит с разных ракурсов. Очень симпатично. И нам нужно показать, блестит ли она. Мы будем ее что-то полировать или еще что-то? Нет, не будем. Ну да, с другой стороны, можно было бы ее полировать, там воском венецианским покрыть верха, чтобы зеркалили и блестели. Но наш канал для простых людей максимальный, и ну зачем заморачиваться, надо это вам? Если надо, ну можно заполировать, покрыть воском и заполировать, пусть блестит, но это столько трудов. Нужно ли? Посмотрите, вот. Здесь у нас вблизи видны вот эти вот вкрапления такие. И пытаюсь поймать, ну, конечно, еще сыро, но все-таки я делаю попытки, чтобы был виден блеск. Подождем еще немного. Готовый вариант, пытаюсь вам его заснять. В принципе, смысл уже понятен. Кому понравилось, ставьте лайк. Вот наш блескообразующий пигмент. Он очень хорошо виден на стене. К сожалению, камера его передать, этот блеск, не может ни под каким углом. Это очень жаль. Попробуем так. Но видно, что искрится. Видно, но в камеру видно плохо.